Приветствую будущих зрителей этого видео. Ежемесячный журнал «Квант», издаваемый с начала 1970 года, стал настоящим подарком любителям математики и физики. Были, конечно, и до «Кванта» различные сборники задач, а также брошюры серии «Популярные лекции по математике», библиотека математического кружка, но их надо было выискивать, тогда как «Квант» приходил домой сам, как лучший друг, общение с которым всегда доставляло истинное удовольствие. Он был один из тех немногих периодических изданий, на которые можно было реально подписаться даже в те времена, самым читающим народом в мире, который даже проталкиваясь в общественном транспорте успевал заглядывать в чтиво, как говорили в то время. А главное, авторы публикаций тех лет, и это чувство сразу, были настоящими энтузиастами своего дела, считающие своим долгом поддержать молодое издание, аналогу которого не было в мире. В то время задачник «Кванта» был еще и шабельным для учащихся обычных школ, каким был автор этого видео. Конечно, лишь некоторые задачи не удавалось решить полностью. В некоторых других случаях приходилось слегка редактировать условия. Именно к таким последним относится задача, предлагаемая в этом видео. Когда я наконец получил номер журнала с решением, оказалось, что оно заняло более 4 страниц печатного текста, хотя в «Кванте» решение принято излагать в довольно сжатом виде, экономя полезную площадь журнала, где даже обложка не пропадала зря. Ссылку на квантовское решение я помещу в описании под видео. Свое же решение мне, к счастью, удалось воссоздать по памяти, так что добро пожаловать. Итак, задача. Двое играют в такую игру. Из кучки, где имеется 25 спичек, каждый берет себе по очереди 1, 2 или 3 спички. Выиграет тот, у кого в конце игры, после того, как все спички будут разобраны, окажется четное число спичек. Кто выиграет при правильной игре? Начинающий или партнер? Как он должен играть, чтобы выиграть? Как изменится ответ, если считать, что выигрывает забравший нечетное количество спичек? Исследовать эту игру в общем случае, когда спичек 2n плюс 1. Понятно, что общее количество спичек должно быть нечетным, так как при четном количестве спичек в конце игры количество взятых спичек будет иметь одинаковую четность, так что не будет ни победителей, ни побежденных. Зато при нечетном количестве спичек всегда будет игрок с четным количеством и игрок с нечетным, потому победитель всегда гарантирован. Что касается зачеркнутой фразы, которую вы, конечно же, прочли, то мы будем считать, что за один ход можно брать не более 3 спичек, как указано в основном условии. Как мы увидим, в этом случае решение значительно упрощается. Небольшое напутствие перед тем, как дать вам возможность решить задачи самостоятельно. Такие задачи, как правило, решаются с конца, и данная задача не является исключением. Следует также заметить, что ход игрока зависит не только от количества оставшихся спичек, но также от четности взятых им спичек. Итак, решаем. Решение будем оформлять в виде таблицы, которая также будет служить руководством к действию игроков. Левый столбец, называемый остаток, будет указывать количество спичек, содержащиеся в куче, то есть еще не взятые игроками. Так как мы решаем с конца, то начинаем со случая, когда в куче одна последняя спичка. Затем переходим к рассмотрению 2, 3 и так далее спичек в куче. Остальные два столбца будут содержать количество спичек, которые необходимо взять для выигрыша при данном остатке. Или прочерк, если любой ход ведет к проигрышу. Почему требуется 2 таких столбца? Дело в том, что в данной игре ход определяется не только количеством оставшихся спичек, но и четностью количества набранных спичек. Итак, один столбец назовем чет и будем им руководствоваться, если количество набранных спичек четно.
Другой столбец, нечет, будет применяться, если это количество нечетно. Хочу при этом подчеркнуть, что каждая строка заполняется с точки зрения игрока, делающего очередной ход. Итак, одна спичка в куче, мой ход, и эту спичку я обязан взять. Если у меня четное количество спичек, то, взяв эту спичку, я получаю нечетное количество спичек и проигрываю. Так что в столбце чет ставим прочерк. При нечетном количестве спичек, после взятия последней спички, я получаю четное количество и выигрываю. Поэтому в столбце нечет я ставлю единицу, указывая на то, что, взяв одну спичку, я выигрываю. Две спички в куче, и ход опять мой, поскольку таблица всегда заполняется с точки зрения игрока, делающего ход. Теперь у меня есть выбор, брать одну спичку или две. При этом, если у меня четное количество спичек, я беру две спички и тем самым сохраняю четность. При нечетном количестве спичек я беру одну спичку и получаю четное количество. Мой партнер забирает последнюю спичку и заканчивает игру. У меня четное количество спичек, и я выигрываю. Таким образом мы видим, что при двух оставшихся спичках начинающий всегда выиграет, независимо от количества взятых им спичек. Перейдем к остатку 3. Взять одну спичку нельзя, так как это оставляет соперника двумя спичками, где ему обеспечен заведомый выигрыш. Зато у меня есть выбор между двумя и тремя спичками. И снова, при четном количестве набранных спичек я беру две спички, сохраняю четность, а при нечетном количестве спичек я беру 3 спички и заканчиваю игру с четным количеством спичек. Так что и при 3 спичках выигрыш начинающему обеспечен. 4 спички в куче становится интереснее. Беру одну спичку, оставляю соперника с 3 спичками, где он заведомо выигрывает. Беру 2 спички, оставляю соперника с 2 спичками, где он тоже заведомо выигрывает. Единственная возможность выиграть – это взять 3 спички, оставив соперника с последней спичкой в куче. И если при этом у него окажется четное количество набранных спичек, он проиграет, а я выиграю. Посмотрим, в каком случае это произойдет. Мы знаем, что количество всех спичек нечетно. Количество оставшихся спичек, равное 4, четно. Следовательно, разность между количеством всех спичек и количеством оставшихся спичек нечетное число. А это число есть не что иное, как общее количество набранных спичек. И поскольку общее количество набранных спичек нечетно, то количество набранных спичек мной и соперником имеет разную четность. Соперник проигрывает с четным количеством спичек, а у меня в этом случае будет нечетное количество спичек. Поэтому в столбце нечет ставлю 3, а в столбце чет прочерк. Теперь, когда технология заполнения таблицы становится понятной, последующие строки заполняются довольно быстро. Осталось 5 спичек. Теперь четности набранных спичек совпадают. 2 и 3 спички не берутся, так как это оставит соперника соответственно с 3 и 2 спичками в куче и заведомым выигрышем. Взятие одной спички оставляет соперника с 4 спичками в куче, и для проигрыша у него должно быть четное количество набранных спичек. В таком случае у меня тоже четное количество спичек. Ставлю 1 в столбце чет и прочерк в столбце нечет. Мы замечаем, что каждый раз есть некоторое количество спичек, которое берется, и некоторое количество, которое не берется. И все зависит от третьего количества. И если оно берется, у нас есть выбор и заведомый выигрыш. И если не берется, то выигрыш только при определенной четности. 6 спичек в остатке, и четность набранных спичек снова не совпадает. Теперь я могу брать 1 или 2 спички. При одной взятой спичке соперник с 5 спичками в куче проигрывает при нечете. У меня в этом случае чет, поэтому в столбце чет ставлю единицу. Если я беру 2 спички,
то соперник проиграет при чете, тогда у меня нечет. Поэтому в столбце нечет пишу 2. Так можно продолжать, пока не получим 25 в остатке. Но, во-первых, мне это, признаться, изрядно надоело, вам тем более. Во-вторых, наша конечная цель – это общий случай для произвольного нечетного количества спичек. Таким образом, будем продолжать до тех пор, пока в таблице не обнаруживается цикл из повторяющихся строк. С такой надеждой переходим к остатку 7. Четность совпадает, выбор между 2 и 3 спичками, 3 при чете, 2 при нечете. И снова нет повторения, переходим на 8 строку. Четность различная, берутся только 3 спички при чете. Где же долгожданное повторение? 9 строка. Четность совпадает. Берется только 1 спичка при нечете. Свершилось. 9 строка повторяет первую. Проверим еще несколько строк, чтобы убедиться, что такое совпадение не является случайным. Остаток 10. Веселее стало, не правда ли? Четность различная. 2 спички берем при чете и 1 спичку при нечете. Случилось то, на что мы надеялись. 10 строка повторяет вторую. Однако для полного счастья надо проверить еще одну строку. Остаток 11. Четность совпадает. Берутся 3 спички при нечете и 2 спички при чете. 11 строка повторяет третью, и здесь можно остановиться. Дело в том, что поскольку за один ход разрешается брать не более 3 спичек, каждая строка зависит только от 3 непосредственно предшествующих. И так как 3 строки подряд, 9, 10 и 11 повторяют предыдущие, все последующие строки также будут повторять предыдущие. Таким образом, цикл равен 8 ходам, и все линии, начиная с 9, можно отбросить. Задача содержит вопрос о том, как следует играть, чтобы выиграть. Стратегия игры состоит в следующем. Делим количество оставшихся спичек на 8. Если остаток равен нулю, берем 8 строку. При ненулевом остатке берем строку с номером равным остатку. В зависимости от четности набранных спичек выбираем либо столбец чет, либо столбец нечет. И берем столько спичек, сколько указано на пересечении выбранной строки и выбранного столбца. Если указан прочерк, то при правильной игре соперника ему обеспечен выигрыш. Чтобы запомнить такую таблицу, следует обратить внимание на то, что здесь намечается определенный образец. 2 единицы в столбце нечет и 2 двойки в столбце чет, и 2 тройки в столбце нечет. Затем наоборот, 2 единицы в столбце чет, 2 двойки в столбце нечет и 2 тройки в столбце чет. Исходя из такого наблюдения, можно попытаться решить задачу в полном объеме, когда максимальное количество спичек, допускаемое за один ход, равно произвольному числу m. Однако я не буду это делать, поскольку обещал дать простое решение задачи. Посмотрим, при каком общем количестве спичек начинающий выигрывает. В начале игры количество набранных спичек равно нулю, а это число четное, поэтому нас интересует столбец чет. Кроме того, в начале игры куча содержит все спички, количество которых нечетно, и при делении на 8 дает нечетный остаток. Поэтому следует ограничиться рассмотрением строк с нечетными номерами. Мы видим, что из выбранных строк только строка 1 содержит прочерк в столбце чет. Поэтому начинающий проигрывает, если количество спичек при делении на 8 дает в остатке 1 и выиграет в остальных случаях. Таким образом, если количество спичек заранее неизвестно, то вероятность выигрыша у начинающего 75%, тогда как у его партнера только 25%. Что же получается в случае 25 спичек? Делим 25 на 8, получаем 1 в остатке. Увы, это тот маловероятный случай, когда начинающий проигрывает. Некоторый реверанс в сторону кванта.
В условии задачи количество спичек обозначается не одной буквой, а выражением 2n плюс 1. Для большей наглядности я использую заглавную букву вместо строчной. Надеюсь, это мне простят. В пересчете на n получаем проигрыш, если n кратно 4, и выигрыш в остальных случаях. И последний вопрос, который остался без ответа. Что происходит в случае, когда побеждает нечет? Следует ли в этом случае заполнять таблицу сначала? К счастью, нет. В случае, когда побеждает игрок, набравший нечетное количество спичек, содержимое столбцов чет и нечет следует поменять местами. Вот что получаем в результате такого обмена, где нас снова интересует столбец чет и снова строки с нечетными номерами. Теперь начинающий проигрывает, если количество спичек при делении на 8 дает в остатке 5 и выиграет в остальных случаях. Снова шанс выиграть у начинающего в 3 раза больше, чем у его партнера, но в этот раз при 25 спичках начинающий выигрывает. Пересчитав на n, получаем проигрыш, если n при делении на 4 дает в остатке 2, то есть четно, но не кратно 4, и выигрыш в остальных случаях. Вот теперь можно сказать все.